UR5 вы сейчас пользуетесь ручкой для рисунков. Ну да, плоская такая вот 6 миллиметров каллиграфическая плоская ручка. Чем вы ее заправляете? Чернилами я вожу с собой. Шприц, если вот так вот не очень далеко на самолете. А если на самолете, то там есть предусмотрено все картриджи. Просто несколько картриджей берешь. Но вот на эту поездку мне одного хватило. Ну, которая была в Провансе. И если тушью, то не сохнет ли она в ручке. Тушью я не пробовал. Ну, попробуйте. Вот чернила-то чем хороши? Тем, что они не сохнут. И второй момент, можно просто кисточку с собой еще возишь, такую складную. И заливки делать, она размывается, тоже как бы вариант такой интересный. Можно попробовать две завести, кстати. Одну, например, разбавленными чернилами, либо разбавленной тушью заправлять. Это будет 1 тон, средний какой-то, да, сероватый. А другой мощный такой, уже черный. И уже у тебя 2 тонна. У тебя 2 тонна. И по-разному надавливая, вообще можно таких эффектов добиваться. Аморалкин смотрел и не верил, что вы из этой грязи на холсте выберетесь. А результаты отличные, Кукурон. Мы писали, да. И я попросил Лену Ушакову фрагментарно снимать, как этот процесс идет, и вам показал. Если кто-то пропустил, то вы можете его посмотреть. Этот ролик, он был совсем пару дней назад. Так всегда, когда на уровне закладки ты тональной связи ищешь выразительность их, как это все будет собрано, то может показаться, что жуть такая, что ничего особенного не происходит, как бы яркого такого. А на самом деле в близких отношениях, и цветовых, замечу, и тональных, на них строится вот, основа. И если ты нацелен на удары по цветам, то вот эти близкие отношения, которые в глубине находятся, ну, такие теневые или полутеневые, да, они начинают сильно работать, когда световые удары происходят, да, когда они накладываются. Но тут важно заметить и помнить, что темнее, что светлее на самом деле. Даже световые места на асфальте могут быть темнее, чем, например, небо. Ну, в действительности ты сравниваешь. И особенно важно не переусердствовать, потому что если будет попадание в тоне, то это работать не будет. Елена Пухарева писала в юности стихи, очень талантливые, можно сказать, выдающиеся. Один недостаток – малость депрессивные. Целая толстая тетрадь набралась, потом в один момент сожгла всю тетрадь. И не жалею ни минуты об этом. Так и художники, бывает, записывают холсты. Записывают, это значит, поверх прежнего рисунка там какой-то темы, да, наносят новую живопись. Произведения должны радовать зрителя, слушателя, а не погружать в уныние. Лена, полностью с вами согласен. Если вы пришли к тому, что показывать только хорошее, состояние свое, радость, то все эти депрессивные настроения, состояния, к чему они вообще, зачем их хранить? Я знал одну, у меня была знакомая такая, Ягиня, и как-то я попросил ее показать фотографии, давнишние, прежние, еще из юности. Она говорит, а я их всех сожгла, потому что там я была не настоящая. То есть уровень ее осознанности был настолько высок, что все, что до этого, как бы не существовало. И она это уничтожила и говорит, не нужно это никому видеть. Детские свои фотографии просто, где она ребенок там и так далее, школьные. Но на меня это сильное впечатление произвело к тому, что действительно, разобраться в том, что нужно вообще человеку, кому-то показывать. Во-первых, нужно ли показывать или говорить, что нужно показывать. Это такая сложная тема. Друзья, включайтесь на этот счет. Прямо интересно, кто как живет с этим. Вот вы показываете, например, свои неудачные работы, стихи, стихотворения, или там, может быть, вы сочиняли какие-то песни. Просто себя
того давнего. Как к этому относитесь? Или пусть будет? Дыр-дыр. В других странах цена такая же или меняется? Какие еще будут в этом году пленеры? Ну, о пленерах, о мастер-классах я сказал. Цена везде одинаковая, стабильная. Меняться не будет. Вячеслав, как вы думаете, в чем заключается ценность живописи? Ого, вопросик. Наташа Боровская. Почему картины одних художников ценнее, чем других? И как оценить свои работы? Какими критериями руководствоваться? Ну, ценнее они становятся после смерти, как правило, только потому, что больше человек уже ничего не напишет, не создаст. И он создал какую-то коллекцию, галерею своих работ, все, больше нет. Поэтому их ценность поднимается и будет расти. Только художник может оценить свои работы, свою картину, никто другой. И она может стоить любых денег, как он решит, так и будет. Он назначит цену там какую-нибудь громадную, и просто не будет, например, никто не покупать, но ценность определяет сам художник. Если вы считаете по-другому, напишите, кто определяет цену. Ценность живописи. Ну, в самой живописи, наверное. И опять же, вот тот случай, когда для каждого из нас эта цена, ценность абсолютно разная. И для кого-то тот же Коровин, я не знаю, Фешин является мазнёй, или просто они промолчат и мимо пройдут. А другие готовы преодолеть любое расстояние, чтобы посмотреть хотя бы одну работу. Живьем постоять, помолчать и насладиться таинством самой живописи. Определить невозможно, что является живописью, что нет, на мой взгляд. Это какое-то внутреннее чувство, результат насмотренности различных произведений, их сравнивания, и как-то оно само постепенно формируется внутри, тебя цепляет сама живопись, сама фактура, как это сделано, вот как сделано. И Фешин, вспомните, да, говорил, что лица людей, которых ты писал, ну, люди исчезнут из этого мира. Даже если это портреты заказные каких-то высокопоставленных особ, все это исчезнет, все тлен, ничего не будет, останутся портреты, и никто не вспомнит фамилии, что они там значат, что они там делали. Останется только одно – как это сделано. Люди будут смотреть в музеях, стоять перед этими работами и наслаждаться, как это написано. Все. Меня всегда волновал этот вопрос. Один коллекционер, который у меня работы покупает, и я его спрашивал, ну хорошо, я всю жизнь, так сказать, положил на вот это вот понимание, да, живописи как таковой, я устремлен, чтобы добиться определенных результатов. Но ты-то как? Вот ты писать не умеешь. Как ты дошел до того, что ты можешь отличить хорошую работу от плохой? Почему ты замираешь, замиранием сердца стоишь там над фешенскими работами или там еще над какими-то? Как это у тебя произошло? Он сказал, что это долгий путь, что он общался много с художниками, был в их среде, слушал их разговоры, смотрел, на что они обращают внимание. То есть его интерес был на первом месте. Была жажда познать, что является живописью, что нет у него. И постепенно сформировался вкус. Это не один год занимает. Потом этот вкус настолько стал большим, и интерес к живописи огромным, что он стал покупать работы, привозить их в Америку. В чем заключается ценность живописи? Друзья, включайтесь. Действительно, какая-то работа живописная может многократно быть дороже, чем самые драгоценные там какие-то камни или ожерелья. Почему? Скажите, пожалуйста, почему? Юзер GG. Если осталась краска на палитре, пишите другой этюд или абстракцию, или выбрасываете. Да по-разному. Бывает так, что оставляю. Я кладу палитру после работы в воду. У меня такая ванночка прямоугольной формы.
И туда бултых. Вынимаю на солнышко, она быстро высыхает и продолжаю работать. Ну а краска, ну а чего ее выбрасывать? Она может сгодиться для следующей работы. Если фуза какая-то скапливается, ну да, выбрасываю, бывает. Очень редко она идет в дело. Друзья, не забывайте делать свою работу, отмечаться в журнале, а то староста накажет и декана, и ректор. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Живопись и деньги». Ну, пока.